Здравствуйте, друзья! С вами вновь Хорнет Рипа, и сегодня очередная подборочка секретов и багов в Сталкер Тень Чернобыля. В первой половине видео советы по игре и другая полезная информация. Во второй половине по традиции баги. Ну что ж, понеслась. Знаете, в момент смерти игрока в инвентаре ненадолго появляются предметы, которые были скрыты. Здесь у нас типа радио, бинокль, детектор, нож, КПК и даже болт. Что, не очень похож? А вот болт вам, а не фотка болта. Но зуб даю, это болт. Когда-нибудь задумывались, что такое удобность и на что она влияет? А влияет она просто на чувствительность мыши. Чем выше удобность, тем выше чувствительность на этом оружии. В игре есть режим наблюдателя, который вызывается этой прописью. Благодаря нему можно смотреть позиции врагов, безопасный путь продвижения за стенкой и тому подобное. Дальше. В игре можно катать бочки. Ну, согласен, дебильный совет, но совет не в этом, а в том, как ушатать кого-то без ущерба для своей репутации. И более того, сделать парочку близких друзей. Настолько близких, что они даром отдадут свои хорошие стволы. Смотрите, кто к нам колеса катит. Но вот не нравится вам этот рыжий, например. Но, видимо, он им тоже не нравился. Любые закрытые дверки можно открыть одним выстрелом. В область замка, даже если его не видно. Теперь объясню, что нужно делать, если нужно больше патронов, чем их есть в продаже. Вот, например, после выполнения задания на Бульдог 6 в продаже у Петренко появляются редкие патроны. Чтобы еще раз их купить, достаточно делать сохранение и загрузку между покупками. В самом начале игры у Сидоровича в продаже очень редко выскакивают три предмета. Патроны 5.45, модифицированная гроза и комбинезон наемника, который пропадает после чистки фабрики. А награда за чистку фабрики существенно увеличивается, если вы сделали это в одиночку. Кстати, если вы вначале сбросите диалог, то вы не получите медузу. На радаре разработчики потрудились сделать два альтернативных пути к антеннам. Один из них такой, а второй вообще сказка.
В лаборатории X10 у нас много кодовых дверей, но за большинством из них ничего нет. Ну а теперь баги из этой группы. Что произойдет, если меченый умрет, смотря в бинокль? За такую дерзость его изнасилует сам дух зоны. Ой, как жестко. Здесь в деревушке можно встретить брата Копперфильда в наемниках. Быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постарайся разузнать. Хрен его знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался. Но я в чужие дела не лезу. Хочешь... Спас, я тебя спас. Играть не... Меня пару заданий спас. И мы благодарим. Смотрим, как быстро ты спас. Для меня пару заданий, играть не буду. И мы в расчете. Выполни за меня пару заданий, быстро у тебя башка. И мы в расчете. Заодно посмотрим, а по твоей теме башка постарайся узнать. На свалке можно найти целую свалку текстурных огрехов. Кто-нибудь знает, как этот вагон здесь оказался? Если единственный путь сюда через этот туннель. Все вроде нормально, но есть маленький вопросик. Почему туннель ниже этого вагона? Два из трех видов летающих гранат считают себя настолько особенными, что несут свет с собой. Разработчики добавили шкалу на уровень шума, но знаете, лучше бы ее не было. Но сидя, игрок и вправду тихо передвигается. Громкими игра уже считает звуки быстрой ходьбы, но самые громкие звуки — это бег и прыжок во время бега. Разработчики посчитали это самыми громкими звуками в игре. И вправду выстрел с Desert Eagle фигня по сравнению с бегом. А выстрел РПГ тем более. Граната тоже может помочь улететь за карту мертвым.
Кстати, пользователь Глина 5 спрашивает, а что если да? Вот и посмотрим. Как видим, у игрока нет оружия, здоровья, им нельзя управлять. А появляется он в юго-восточном углу карты. Если понравилось, ставьте палец. И да, именно от вашего лайка и подписки зависит развитие канала. Спасибо за просмотр, а на очереди 9-я подборочка. До скорого!